Всем добра! Сегодня записываем небольшой видеоурок о том, как редактировать ассеты в играх на движке Unreal Engine 4. Ассеты собой представляют игровые файлы, примерно вот такого содержания. Как видите, особо нечитаемые. Простыми средствами не редактируются, редактируются по задумке авторов только через движок сам Unreal Engine, программную среду, но сомневаюсь, что у вас будет полный проект файлов игры со всеми зависимостями для того, чтобы просто так открыть данные файлы. Поэтому записываем и показываем немножко более простой способ. Как мы видим, открыта у нас игра Tropico 6. На ее примере будем все показывать. Для этого нам понадобится файл. Вот он, упаковщик. Unreal Pack идет вместе с дистрибутивом самого Unreal Engine. Будьте внимательны, много версий, от 1 до 14 на данный момент. Для каждой версии Unreal Engine свой упаковщик. Соответственно, для каждой версии вашей дистрибутива игры, разных игр, будут разные упаковщики. На моей подходит 5-я версия. Для начала перейдем в папку, содержащую игровые архивы. В Tropico их 2. Вот основной архив, весит 17 гигабайт, и архив с локализацией весит 1 гигабайт. Он нам не понадобится. Запускаем командную строку. Процесс упаковки и распаковки довольно простой. Для распаковки открываем командную строку, переносим сюда наш файл, распаковщик, упаковщик, вот он, пробел. После этого переносим файл дистрибутива, вот он, пробел. Пишем extract, пробел. И папка, куда будем распаковывать. В данном случае у меня уже готовые папки. Вот будет Unpacked. Ну и запускаем. Как мы видим, пошел процесс распаковки. Для 17-гигабайтного файла, я думаю, он будет не очень быстрый, так что ненадолго прервемся. A few moments later. Как мы видим, процесс распаковки завершился. Было потрачено 270 секунд. Довольно быстро для такого файла. Это нам пока не понадобится. Переходим обратно в папку с нашими архивами. Вот папка, куда все распаковалось. Здесь все абсолютно файлы проекта. Просто так вы его опять же не откроете в Unreal Engine, потому что нет нужных зависимостей. Но нам это и не нужно. Для модификации будем, точнее, выберем здание. Какое здание выберем? Пусть будет таверна. Стартовое здание колониальной эпохи. В принципе, нам подходит. Для этого создаем путь. На примере пути в распакованных файлах. Tropico 6. Контент. Здание. Здание. Blueprints. Buildings. Колониальная эпоха. Таверна. Внутри мы видим несколько файлов. Все это файлы-ассеты. Первый файл, он же основной, описывает все характеристики данного здания. Далее идут два файла, в которых описывается графика, 3D-моделирование, анимации. Они нам в данном случае не понадобятся. И еще два файла, отвечающие за режимы работы. Один по умолчанию, второй режим «все напиваются». В принципе, тоже не нужны. Копируем только основной файл с нашим ассетом. Далее нам понадобится вот такой вот исполняемый файл. Это софт от сообщества State of Decay 2, который занимается моддингом
Подходит он, к сожалению, только для игры State of Decay 2, но может открывать и просматривать любые ассеты. Единственное, что проблемы с сохранением. Но мы немножко схитрим, нам не понадобится сохраняемый файл, мы его пересохраним заново. Открываем данный файл, загружаем наш ассет. Здесь видим такую табличку, что этот файл не будет сохранен корректно. Ну, как есть. Открываем все линии. Далее сохраняем файл. Мод 0. Сохраняем файл без каких-либо изменений. Это нам дальше понадобится. Переходим в самый низ. Здесь интересующее, скорее всего, нас значение. Вот первое будет отвечать. Блок 32 будет отвечать за гостей таверны. Блок 33 будет отвечать за работников и режим работы самого здания. Как видим, в данном программе очень подробно все описано, то есть видно названия переменных, их значения, то есть все удобно для редактирования. В данном ролике сделаем упор на паре значений, то есть будет очень простой мод. 2, 3, 4 буквально значения изменим, пусть будет качество работы, пусть будет 200, пусть нашим работникам хорошо работается. Количество работников, пусть будет 5 вместо 3. Дальше гости. Гостей на каждого работника. У нас будет супер здание, у нас будет 50 работников, 50 гостей на каждого работника, 250 гостей всего. И качество обслуживания пусть будет тоже 200, ну пусть будет 300, допустим. В принципе, этого достаточно. Ну, пусть будет еще длительность визита 1. Все, отлично. Мы изменили все, что хотели. Сохраняем файл заново. Все, нам это больше не понадобится. Следующая наша задача — отредактировать получившийся ассет, точнее, отредактировать изначальный ассет по примеру изменений, проведенных между модификацией 0 и модификацией 1. Для отслеживания данных изменений нам понадобится программа Hex Editor Neo. В принципе, не буду давать никаких ссылок, сами можете найти в гугле, все легко находится. Для этого открываем 3 наших файла. И нажимаем Tools, File Comparison и Compare Files. Сравниваем файлы между собой. Мод 1 и мод 0. Окей. Разделяем файлы как угодно, пусть будет вертикально. В принципе, все, нам удобно. И снизу можем видеть, показывается различие между файлами. Вот оно. Их не так много. Всего 1, 2, 3, 4, 5, 6. Все, что нам далее необходимо, это просто по примеру изменение данных файлов, изменить наш оригинальный файл. Его содержимое будет примерно таким же, как у файла названием mod 0, поэтому просто копируем. Господи. Просто копируем строку отсюда и вставляем ее сюда. Можно даже удостовериться, что она уникальная. Видите, только одно совпадение. В этой строке нам нужно заменить байт со значением 0.4 на 32.
Меняем. 32. Следующий. Здесь уже два совпадения, но я так понимаю, нам нужен только один. Как раз он рядышком. Можно даже не искать, и так будет довольно видно. Вот он. Было 0,420. Стало 0,42c. Значит, меняем здесь на 2c. Следующий после 2c идет 0,0. Было, стало 0,1. 0,1. Далее смотрим. Было 18А06. Ищем здесь. Вот оно. Стало 0,1А6. Меняем. Нет, 0,1. Отлично. Идем ниже. Ищем вот эту строчку. Нет. Отлично, одно совпадение. Смотрим, что надо менять. 0,366 на 0,566. Меняем 0,5. И оставшееся одно значение, одно на одно. Чуть-чуть ниже будет. Меняем 2042 на 4843. Ищем 2042. Вот оно. На 4843. 4843. Все. Вот и весь процесс модификации. Сохраняем данный файл. В принципе, эта программа нам больше не понадобится. Так же, как и эти файлы. Следующий путь, который нам нужно будет сделать, это упаковать наш файл, получившийся, обратно в игровой архив. Для этого нам опять понадобится наша отличная программа Unreal Pack. Но предварительно нужно будет создать вот такой файл текстовый. В нем будет содержаться вот такая информация. Это путь в кавычках обязательно до нашего дистрибутива, где будет находиться упаковываемые, папки. В случае C-modding в тупак. Вот она. Дальше ставится звездочка и кавычки. Пробел. И дальше в кавычках идет вот такое вот смешение символов. Это обратные слэши с двоеточиями. В принципе, я это все приложу. Можете потом не париться слишком сильно. Но примерно вот такой должен быть файл. Все. Снова открываем нашу командную строку. Снова переносим Unreal Pack. Дальше можно еще раз перенести Unreal Pack. Здесь нужно будет указать путь к нашему упакованному архиву. Пусть будет C-modding, Z, mod, tavern.pack. Пробел, тире, create, равно. И путь к нашему патчу, то есть текстовому файлу. Вот он. Запускаем. Все, как мы видим, у нас создался успешно архив. Вот он, содержащий наш файл. Данный архив мы помещаем к остальным игровым архивам. Обращу внимание, что у него должен быть название по алфавиту, идущее после основных игровых архивов, для того, чтобы он погружался последним и менял собой значение, которое есть в оригинальной игре. В принципе, все. Запускаем игру, проверяем наши изменения. A few moments later.
с начала какой-то миссии. Ну и проверяем, строим нашу таверну. Вот, как мы видим, все у нас поменялось. Качество работы 200, количество рабочих 5 вместо 3, посетителей 250 человек в таком маленьком здании. И качество услуг, ну, 300, ставили 300, стало 355, я так понимаю, зависит тоже от качества работы. В принципе, все. Своей цели мы добились, я считаю. На данном этапе урок завершен. В принципе, занимайтесь тем, чем хотите. То есть можно очень просто редактировать данные файлы игровые, то есть сделать свои какие-то моды. Ничего сложного. Надеюсь, кому-то этот урок был полезным. И чуть не забыл, хотел бы показать вот 2 сайта, точнее не совсем сайта, но все же, где есть информация по поводу всего этого процесса. Вот ссылка на какой-то форум, я его приложу. Здесь подробно описывается процесс упаковки, распаковки всех файлов, как определить вашу версию Unreal Engine, как найти нужный упаковщик. Довольно, в принципе, важная информация. И ссылка будет на сообщество в Дискорде, где люди занимаются модификациями State of Decay. В принципе, я не знаю, что это за игра, я в нее ни разу не играл, не представляю вообще, что там такое, но они проделали довольно большую работу. Здесь подробно объясняются строение ассетов, как это все происходит, как это редактировать, текстуры, какие-то 3D-моделирования, как создать свой мод более качественно и глубоко. То есть здесь будет вся информация. В принципе, присоединяйтесь. Все. Всем всего доброго.